Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сладкая колбаска из кураги и фиников – это замечательный постный десерт, который подарит не только наслаждение от вкуса, а и зарядит энергией, пополнит запас витаминов, микроэлементов и жирных кислот. А для рецепта мы возьмем сухофрукты, курага и финики, орехи, миндальный орех кешью, семечки подсолнечника и кунжута. Также нам понадобится цедра лимона. И из специй это корица. Вообще тут все заменяемо, то есть можно брать не только курагу и финики, можно использовать любые сухофрукты, ну, допустим, чернослив. Думаю, если мягкая груша, то можно ее использовать. Вместо орехов брать фундук, земляной орех, грецкий орех, ну и семечки также. И вместо цедры лимона можно использовать цедру апельсина, мандарина. А если кто-то не любит корицу, то можно вообще ее не брать. Так, что мы делаем? Нам надо сухофрукты хорошо промыть и замочить на 15 минут. Все орехи и семечки надо обжарить на сковородке или в духовке. Финики и курагу без косточек прокручиваем через мясорубку. Добавляем сюда корицу и цедру лимона. Теперь орехи. Орехи надо порубить немного. Теперь миндальный орех. Тоже порубим. Готово. Так, а мелкие семечки рубить не надо, мы их так пересыпаем. Кунжут оставляем и перемешиваем теперь все. Надо вымесить такое, как плотное тесто. Готовую массу можно разделить на 2-3 части. Вот я уже для образца сделала одну колбаску. Сейчас покажу, как я это делаю. Берем, простилаем пищевую пленку и выкладываем сухофрукты с орехами. Выравниваем длину. И при помощи пленки начинаем формировать колбаску. Теперь кунжут. Посыпаем с одной стороны на пленку. Теперь сюда. Кстати, кунжут можно добавлять и в саму колбаску. Теперь заворачиваем, закручиваем. Все, готово. Теперь колбаску надо убрать в холодильник на 2-3 часа. Колбаски постояли. Одна была у меня в морозильной камере, а другая просто в холодильнике. Вот та, которая в холодильнике стояла, она так вот и осталась мягкая. Ну, чуть-чуть прихватилась, но мягкая. Поэтому такую колбаску лучше хранить в морозильной камере. Так, я раскрываю ее и будем снимать пробу.
И теперь смотрим, что получилось. Вот она такая на срезе, симпатичная. Очень вкусная, сладкая. Ну, не может быть невкусной, потому что здесь и курага, и финики, и орехи. Это такое полезное лакомство, будет находка для сладкоежек. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!